Серия катастроф потрясла мир. Разрушительные паводки в Краснодарском крае, сильный тайфун на Филиппинах и Азорских островах, а также наводнения в Исландии, Доминикане, Аризоне и другие не менее интересные события. Приветствую, друзья! Вчера в южных районах Краснодарского края прошли сильные ливни, которые спровоцировали локальные паводки и подтопления. За первые 3 часа в Адлерском районе выпало от 50 до 70 миллиметров осадков. Первым сигналом тревоги стали сообщения из села Нижняя Шиловка. Здесь вода с горных склонов хлынула на дороге, образовав ливневые потоки глубиной до 0,5 до 1 метра. В районе остановки «Обезьяний питомник» проезжая часть полностью ушла под воду. В селе Молдовка ситуация оказалась не лучше, подтопило несколько улиц и подворье. Жителям пришлось эвакуировать скот. В Веселом река Мзымта, питаемая горными притоками, вышла из берегов на 1,5–2 метра, затопив пастбища и садовые участки. К 10 утра ливни ослабли, но осадки продолжались еще долгое время. В результате стихии в Адлерском районе оказались подтоплены 15 километров дорог, несколько десятков автомобилей застряли в воде. В Нижней Шиловке и Молдовке пострадали 20–30 жилых домов, в Веселом вода смыла часть моста через приток Мзымты, что нарушило сообщение между селами. Пострадала и туристическая инфраструктура Сочи. Были закрыты несколько троп и смотровых площадок в горах, а в аэропорту Адлера задержали 5–7 рейсов из-за плохой видимости и ветра. Мэрия Сочи и МЧС Краснодарского края ввели план «Гроза» в Адлерском районе, развернув 5 пунктов временного размещения на 200 человек. В пострадавшие районы на откачку воды направлены спасатели и техника. Вчера под Смоленском грузовой поезд врезался в большегрузный автомобиль, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов. Некоторые из них были с топливом, часть загорелась, вызвав мощный пожар. Погиб водитель фуры, пострадали машинист и его помощник, а также несколько пожарных. ДТП произошло в 7:26 по местному времени между станциями Рудня и Голынки. Водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Движение поездов на участке остановили, к месту направили 3 пожарных поезда и 4 восстановительных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Филиппины, привыкшие к ярости Тихого океана, вновь оказались во власти стихии. Сильный тропический шторм Опонг или Буалои, 15-й циклон сезона 2025 года, нанес удар по центральным и южным регионам архипелага, вызвав наводнения, оползни и разрушения. Шторм вышел на побережье в муниципалитете Сан-Поликарпо на острове Восточный Самар. В этот момент Буалои был классифицирован как тайфун с максимальной скоростью ветра 120 км в час. Пострадали 4 региона. Общее число эвакуированных превысило 433 тысячи человек от восточных Висаи до Лусона. В Маниле и окрестностях было отменено более 130 рейсов. Сообщается о 4 погибших. Еще 6 пропали без вести. В пострадавших регионах объявлена чрезвычайная ситуация. Для помощи населению направлены команды спасателей. Филиппины – один из самых пораженных штормами уголков планеты. В среднем здесь происходит 20 циклонов в год. Однако, как отмечают эксперты, сезон этого года аномально активен. Только за сентябрь произошло 5 циклонов.
Стихия вчера ударила по юго-восточному побережью Исландии. Мощный ливень, обрушившийся на регион, вызвал серьезное разрушение инфраструктуры из затопления. Кольцевая дорога в районе Йокюльсау в Лоне, восточнее города Хёйон, закрыта минимум до утра 28 сентября из-за обвала 50-метрового участка асфальта и разрушения одной из двух защитных дамб на протяжении около 100 метров. Потоки воды подмыли мосты и дороги, создав хаос для местных жителей и туристов. По данным официального портала по состоянию дорог, движение полностью остановлено на 15 километрах в обе стороны. Объезд возможен только через горные дороги, но они тоже под угрозой из-за высокого уровня воды в реках. В результате разлива воды затоплены фермы и пастбища. В Хорнафьордуре пострадали около 20 хозяйств. Пострадала и туристическая сфера. Отменены десятки лодочных туров по лагуне и пеших маршрутов к ледникам. Друзья, подписывайтесь, если вам интересно происходящее вокруг нас. Расскажите в комментариях о событиях и погоде в вашем регионе. Пятница в Мексике обернулась настоящим праздником для жителей небольшого городка в штате Тамаулипас. Грузовик с огромной партией пива опрокинулся на федеральной трассе, и толпа местных не заставила себя ждать, ринувшись спасать рассыпавшийся груз. По предварительным данным, трейлер перевозил около 60 тонн баночного пива, которое вывалилось на дорогу, превратив аварию в импровизированный пикник. К счастью, водитель отделался легкими ушибами и не пострадал. Федеральная полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать собирателей, но значительная часть груза, около 20-30 тонн, уже бесследно исчезла в багажниках и корзинах. Суровая природа Памира вновь напомнила о своей мощи. Сильный камнепад обрушился на участок легендарного Памирского тракта в районе Иш-Кашима, полностью заблокировав движение в Ваханском коридоре. Десятки автомобилей, включая грузовики с грузами, застряли в километровом заторе. По предварительным данным, жертв нет. Власти Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана ввели режим чрезвычайной ситуации на участке. Спецтехника уже работает на месте, но полное восстановление проезда ожидается не ранее утра 28 сентября. Доминиканская республика буквально тонет. Сильные ливни, начавшиеся в ночь на четверг и не утихавшие в пятницу, спровоцировали масштабные наводнения в столице и нескольких провинциях. Активная тропическая волна в сочетании с атмосферной впадиной обрушили на восточные районы более 180 миллиметров осадков за сутки, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и эвакуацию сотен семей. В результате разгула стихии подтоплено более 100 километров дорог, повреждены мосты и линии электропередач, изолированы десятки общин. Под водой оказалось более 350 домов. Повреждена мебель, техника, на полях потерян урожай. Общее число эвакуированных достигает 1781 человека. Их разместили в 25 временных убежищах. Власти объявили чрезвычайную ситуацию, направив в пострадавшие районы команды спасателей. Север Алжира захлестнула волна стихийных бедствий. Сильные ливни с грозами, обрушившиеся 25-26 сентября на несколько регионов, привели к внезапным наводнениям и оползням. Непогода началась, когда холодный фронт из Средиземноморья столкнулся с теплым воздухом над Атласскими горами, вызвав обильные осадки. По данным Национального метеорологического офиса, за сутки в Мсила и Сетив выпало от 80 до 120 мм дождя. За несколько часов реки, не справившиеся с объемом осадков, вышли из берегов, затопив десятки домов и дороги. Под воду ушла и национальная трасса. Уровень воды на отдельных участках превысил 50 сантиметров. Больше всего пострадала столица Алжира. Здесь под водой оказалось 20 кварталов, а также возникли перебои в электроснабжении. 3 человека из-за разгула стихии стали жертвами. Один из них погиб от удара молнии. Из затопленных машин и дворов спасено более 25 человек.
Земля в очередной раз уклонилась от космического гостя. Небольшой астероид 2025 SU-4 диаметром всего 2 метра пролетел мимо планеты на расстояние чуть более 20 тысяч километров. Это примерно на высоте орбит навигационных спутников GPS и GLONASS. Событие произошло в среду, 24 сентября. Несмотря на небольшие размеры, пролет объекта важен. Он демонстрирует высокую плотность малых тел во внутренней Солнечной системе. В группе околоземных астероидов насчитывается около 3000 объектов, из которых 200 классифицированы как потенциально опасные. – 25 сентября сильные ливни вызвали внезапное наводнение в округе Хилла в штате Аризона, затронув города Глоуб, Майами и Клейпул. За короткое время выпало от 25 до 65 мм осадков, что привело к быстрому подъему воды и ее сильному стоку. В некоторых районах уровень воды достиг 50 сантиметров, улицы Майами превратились в бурные потоки. В результате стихии повреждено не менее 10-15 автомобилей, в Майами зафиксировано обрушение стены бара. Пострадали также дома в низинах, под водой оказались подвалы, офисы и даже школа. Затопило и федеральную трассу 60, ее участок длиной около 6 километров был закрыт. По данным Национальной метеослужбы, жертв нет, но жители называют это наводнение самым сильным за последние годы. Ночное небо Северной Калифорнии озарилось ярким световым шоу. Спутник Starlink 1586 компании SpaceX, запущенный в 2020 году, вошел в атмосферу Земли, распавшись на светящиеся фрагменты. Событие вызвало волну восторга от очевидцев в Сакраменто, районе залива, Рено и даже южных районах штата. Более 200 фрагментов зарегистрировала американская метеоритная служба, подтвердив, что это не метеор, а контролируемый возврат спутника, обломки которого полностью сгорели в атмосфере, не достигнув поверхности. Starlink 1586 – часть первой группы из 60 спутников, запущенных 18 августа 2020 года. Он завершил свой 5-летний срок службы. В 2025 году компания вывела из строя сотни таких аппаратов. По данным трекера Макдауэлла, из 9794 запущенных сейчас активны более 8100. По просторам Солнечной системы сейчас летит чрезвычайно редкий гость – межзвездная комета 3I Atlas. Это лишь третий в истории подобный обнаруженный объект, прибывший из-за пределов нашей планетной семьи. Астрономов поразил не только ее химический состав, из-за которого она внезапно изменила цвет, но и, возможно, и колоссальные размеры. Известный астрофизик Ави Лоеб из Гарварда в своем новом исследовании высказал предположение, что этот гость может быть на порядке массивнее любого из ранее найденных межзвездных тел. Интригу добавляет и траектория полета кометы. Она чрезвычайно точно приближается к орбитам нескольких планет, в частности Марса. По прогнозам, через 5 дней 3I Atlas пролетит на расстоянии всего 2,7 миллионов километров от Красной планеты. Лоеб считает, что это идеальный шанс для ее более детального изучения. В четверг над Ливанским хребтом сошлись холодный Средиземноморский фронт и влажные воздушные массы с Атлантики. По данным Ливанского метеорологического департамента, за 2 часа в районе Пхамдуна и Фархая выпало от 40 до 60 мм осадков. Гроза с градом сопровождалась сильными порывами ветра. Ряд автодорог, включая трассу Бейрут-Дамаск, ушли под воду. Уровень воды достигал 50-70 сантиметров. Десятки автомобилей оказались затоплены, часть из них была унесена потоками. В Дахр-эль-Бейдере вода проникла в подвалы торговых павильонов, а также подтопила несколько жилых домов. Жертв и серьезных разрушений нет, но инцидент подчеркнул системные проблемы инфраструктуры в стране, где осенние осадки традиционно провоцируют хаос.
Азорские острова, автономный регион Португалии в Атлантике, пережили редкое вторжение тропической стихии. Бывший ураган Габриэль, ослабевший до посттропического циклона, прошел над архипелагом, вызвав сильные ветры, ливни и штормовые волны. На острове Фаял, в частности в районе Хорты, зафиксированы повреждения крыш, поваленные деревья и подтопления. Хотя удар оказался слабее ожидаемого, власти отменили все занятия в школах, закрыли порты и ввели красное предупреждение для центральных островов. По предварительным данным, жертв нет, но ущерб оценивается в миллионы. Это второй ураган сезона 2025 года, достигший 4-й категории, и лишь 5-й, сделавший выход на Азорских островах за всю историю наблюдений. Один из самых активных вулканов мира, Мерапи, вновь напомнил о своей мощи, выбросив столб пепла на высоту около 1000 метров над вершиной. Поток лавы спустился по юго-западному склону вулкана на расстояние 1800 метров. Сейсмографы зафиксировали событие с максимальной амплитудой 30,4 мм и продолжительностью 46 секунд, что указывает на умеренную, но заметную активность вулкана. Это часть продолжающегося извержения, начавшегося в 2020 году, которое усилилось в последние недели. По данным Центра вулканологии и геологической опасности, пепел частично осел на склонах, угрозы для населенных пунктов нет. Уровень вулканической опасности остается на 3-й отметке из 4. Авиакомпании предупреждают о возможных задержках рейсов в Йогьякарте. Мерапи дышит, и Индонезия живет в ритме его пульса. Пока пепел оседает, Йогьякарта готовится к приему туристов, которых притягивает величие вулкана. Не отстает от своего собрата и вулкан Мерапи на острове Суматра. Вчера на вулкане произошел очередной взрыв, выбросивший столб пепла и газов на высоту около 1000 метров над вершиной. Это 12-й зарегистрированный взрыв за сентябрь, подтверждающий рост активности вулкана. Уровень вулканической опасности остается на 2-й отметке с запретом на приближение ближе 3 километров к кратеру Вербек. Цветовой код для авиации – оранжевый. Власти предупреждают о рисках пеплопадов и сходе лохаров в сезон дождей. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые события. И до завтра!